Все нарисовал. Итак, тема контрпост и фигура в контрпосте отличается от прямого стояния переносом центра тяжести фигуры на одну ногу. Из-за этого происходит техническое изменение позвоночника, и вертикальный ствол позвоночника становится изогнутым. Из-за этого возникает определенная схема рисования. Выглядит она примерно так. То есть, если взять изначально блок грудной клетки, изначально взять блок таза, поставить ось, на которой находится один и второй блок, и поставить шею сюда, вывести вот эту ось, то получится примерно следующее. Точка крепления бедра здесь и здесь выпустит линию опорной стопы здесь и здесь, для того, чтобы было очень удобно стоять. Вес на две ноги распределенный. То есть, соответственно, масса одной половины, масса второй половины будет распределяться на каждую из ног и выходить в точку. Из-за того, чтобы человеку удобно было стоять, люди всегда делают одну очень важную вещь. Они делают так, чтобы стопа одна и стопа вторая стояли таким образом, чтобы край одной стопы и край другой стопы оказывался на ширине плеч или на ширине таза, что, в принципе, наверное, одно и то же. Поэтому, если вы заметите, в большинстве случаев люди стоят, расставив носки в сторону, и это происходит не из-за того, что, это прям такое веление, есть, из-за того, что просто так удобнее находить равновесие, да, потому что пальцы поддерживают и удерживают это пространство. В положении контрпоста эта тема будет особенно существенна, вы будете все время это видеть, присутствовать, это будет почти постоянно. Итак, вот мы увидели эту вертикаль, вот здесь. Теперь представим себе, что происходит в положении контрпост, то есть переходит вес на одну из этих точек. Только что вес был вот здесь в центре и шел вот в эту часть. Теперь вес переносится, например, на эту точку или на эту точку. Чтобы было лучше к тому рисунку, который мы будем смотреть, то давайте вот на эту ногу перенесем, на эту точку. Итак, что происходит? Сама эта точка останется по-прежнему в этом месте, так как вес не изменится. Нога, которая стояла здесь под этим углом, так и останется под этим же пространством. То есть она будет сохранять это состояние. Вот так. Та же самая вертикаль, которая у нас здесь есть. Но при расслаблении этой ноги произойдет очень интересная вещь. То, что было сейчас горизонтом, то есть вот такой горизонтальной линией, теперь превращается вот в такой наклоненный блок таза. Потому что нога расслабленная, уходит вниз, и нога, допустим, просела так и просела так. В результате такого изменения, соответственно, короче становится расстояние здесь, оно технически не становится короче, просто из-за того, что вертикаль одного объема, допустим, если взять два равных объема и смотреть их на равной высоте, то при отклонении одной формы вниз, она автоматически будет чуть-чуть ниже. Если у вас по перспективе все хорошо, и вы стоите так, что эти искажения видите, то эта коленка будет оставаться выше, эта коленка ниже. Этот наклон продиагностирует вот этот поворот такой величины. Все, произошел вот этот поворот. В результате та вертикальная часть изменилась, и крестец задал вот такое положение для позвоночника. В результате позвоночник тут же стремится в поясничном отделе вернуться в эту часть, и в результате такого возвращения он автоматически ставит движение грудной клетки вот в такое положение. Вот этот принцип поворота этого края через поясницу с сохранением вертикали. Все дело в том, что грудной отдел, он не изгибается, никогда изгибается только поясничный и шейный отдел. Поэтому как была здесь прямая линия, так, собственно говоря, она и сохранится. Поэтому, когда вы будете отрисовывать грудную клетку, тут очень важно помнить, что эта линия вот в этой части почти всегда прямая. Все искажения начинаются только после окончания грудной клетки. Да, то есть в районе талии, и уже здесь пойдет величина. Так вот, как только мы выстроили этот край, повернули эту часть, увидели этот принцип, получился принцип противопоставления только что двух параллельных линий, а теперь эти линии изменились вот так, то есть противопоставились друг другу. То есть один объем противостоит другому объему, то есть они вот так встали. Вот этот принцип назывался принцип хиазма, потому что если продлить линии, которые находятся вот здесь, и продлить линии, которые находятся вот здесь, то есть те оси, которые дают эту линию, то при движении дальше они пересекаются и создают букву X, букву Х, если хотите, да, принцип хиазма. Вот это вот скрещивание этих объемов. Отсюда Поликлет, наверное, и назвал это, если я правильно все понимаю, хотя я могу и не так правильно это понимать, если поправите, будет хорошо. Вот. Итак, мы получили этот край, получили этот поворот, и в таких случаях
эффект происходит очень интересно. Шея будет стремиться выровнять это положение, и поэтому очень часто возникает вот такой наклон головы, как бы возвращающийся обратно. Тут зависит от того, женская это и мужская фигура. Если мужская фигура может остаться ровно, если, например, человек стоит, он может оставить голову в продлении этой формы, то есть она будет туда сталкиваться. Тут все зависит от того, насколько человек как бы хочет при положении контрпост вернуть голову и при положении контрпост оставить голову. Тут есть определенные как бы качества у каждого человека свои. Вот. Все, мы повернули этот край, повернули эту часть, повернули эту территорию. И вот что у нас получилось. Вот эта точка от вертикали, которая только что была, при положении контрпост чуть-чуть смещается в сторону относительно пятки. И начинает наезжать стволом шеи, вот если взять ствол шеи, этот ствол шеи начинает смещаться в сторону опорной стопы. Поэтому, если от еремной ямки опустить линию вниз, то вы попадете во внутренний мыщелок голени, вот здесь внутренняя лодыжка, и попадете на край стопы. В результате большой палец, который находится вот здесь, будет все время находиться под этой частью, если он стоит фронтально. Но так как вы можете стоять с разных поворотов, то лучше ориентироваться, что формально центр стопы и центр шеи должны быть близки очень друг к другу. Конечно, это будет по-разному, модель может туда-сюда сдвигаться, но это основная как бы принципиальная система. Как только вы это увидели, вы следите за следующим. От края плеча, седьмой шейный позвонок дает нам точку схождения трапеции, поэтому здесь вы увидите треугольничек. Так вот, что вы должны увидеть? Что вот это положение плеча, вот это положение груди, вот это положение восьмого ребра, его обязательно будет видно, вот это окончание десятого ребра, его будет уже видно меньше, они будут оставаться параллельно друг другу. В результате не возникает перспективных схождений здесь. Линия, которая идет вот здесь, будет оставаться все время параллельно друг другу. То есть не будет возникать эффекта, когда они сходятся в одну точку. Вот так. Это скорее возможно для другого ракурса, для другого положения. Но при фронтальном рассмотрении они, конечно, будут параллельны. Также и гребень подвздошной кости, который находится здесь и здесь, он тоже будет оставаться параллелен вертелу, который будет находиться здесь. И поэтому, если вы воспринимаете линию плеча через сосок в пупок в виде вот такого треугольника, который пройдет через эту часть и будет удерживать это пространство, то и здесь линия в центр таза, в окончание таза, если хотите, через гребень подвздошной кости, даст точно так же вам вот такой треугольник формы, который стоит уже в другую сторону. То есть вот это изменение треугольников, изменение этих квадратов, изменение этих точек, они как бы балансируют эту величину. Поэтому, когда вы начинаете рисовать, в большинстве случаев вы ставите два плеча, вы ставите край груди, вы ставите край поворота этой точки, ориентируясь на вот эти ощущения, которые стоят вместе с этой параллельно штукой. Как только вы выставляете гребень подвздошной кости, даете раз-два край поворот, раз-два вертел поворот, и вот у вас уже точно выставлен принцип контрпоста, да, то есть противопоставления объемов. И тут же вводите наполнение грудной клетки, наполнение таза, и от этой точки моментально упираетесь в стопу. И тогда фигура будет постоянно устойчивой, то есть постоянно уверенно стоять в положении контрпоста. Что бы там дальше ни произошло с рукой, будет ли она стоять вот так, да, что бы ни произошло с рукой, будет ли она отведена в сторону или еще что-то такое, появится дополнительная опора, может быть, будет колебание. Но в большинстве случаев, конечно, удобнее стоять именно в таком положении. И вот основные как бы принципы, да, и эти принципы есть вот в этом рисунке, это начальная как бы стадия. Вот. И вы увидите вот этот наклон, эту параллельность, этот край восьмого ребра, десятое ребро, которое уходит вовнутрь, уже незаметно, то есть раз, два, три, поворот. Потом тут же разворачиваетесь на гребень подвздошной кости и соблюдаете эту параллельность, раз, два, три, чтобы она удерживалась здесь и здесь. Меряете отношение колена и тут же меряете отношение к стопе, чтобы они удерживались. Это позволит как бы точно удержать контрпост и поставить его в нужных направлениях. Вот, вроде бы основной принцип контрпоста фигур спереди. Друзья, спасибо огромное. Это мы вчера рисовали. 45 минут у меня было на это время, там один сеанс. Не успел доделать.
Раньше я считал, что это круто. Я там кому-нибудь скажу, я там 45 минут все потратил на этот рисунок, как здорово. Потом стою и думаю, какая разница, сколько я на него потратил. 45 минут, там, 5 минут, 10 минут, там, 2 часа, 3 дня, год потратил. Не имеет значения. Имеет значение, насколько хороший получился рисунок. Поэтому, с одной стороны, вроде бы есть какой-то такой эффект, что я сделал это быстро, а с другой стороны, никакой заслуги в этом нет. То есть не стал из-за этого рисунок лучше. Вот, если ты за 45 минут сделал хороший рисунок, молодец. Если ты за 2 дня сделал хороший рисунок, тоже молодец. Есть у Пикассо, например, такая особенность. Все думают, что Пикассо делал примерно так. Он подходил к холсту и делал так. Он говорит, все нарисовал и уходил, да, потому что есть видео, как он это делает, все. Но когда вы приезжаете в музей Пикассо, вот, или Пикассо, там, в зависимости от французского или испанского, вы приезжаете, и вы вдруг видите на столе разложены эскизы к картине. Там у него есть картина, там дама, женщина в лодке. Вот. И вы смотрите, а там количество эскизов лежит. Это прям какая-то такая бесконечная, многометровая штуковина, где он отрабатывал каждую линию, каждую полосочку. И когда ты смотришь на картину, ведь человек не задается вопросом, сколько эскизов он сделал, то есть насколько он к этому подошел. Поэтому действительно, как бы нас не интересует, делал ли Караваджо много эскизов или нет. Нас интересует, делал ли Микеланджело эскизы или нет. Нас интересует конечный результат. Мы редко задаемся. Как бы, и поэтому, когда начинаешь хвастаться, что «а я это сделал там, за 45 минут», Микеланджело такой говорит «а я за 3,5 года». И такие «вау, 3,5 года, расписал Сикстинскую капеллу». Я бы, наверное, всю жизнь расписывал. Ну, то есть, как бы, мне, наверное, жизни не хватило, чтобы сделать. Он такой за 3,5 года. Ты стоишь такой, волосы вырываешь и говоришь, не может быть, 3,5 года. Не может быть, 3,5 года. Ну, это, в общем, не знаю, такая супер тема. Вот, поэтому скорость имеет значение, все это имеет значение, но почти не похвастаешься. Ну, то есть, как бы, все. Вот, с контрапостом разобрались.